Мы начнем с ладони. Постарайся сохранить кубическую форму, сглаживая предметы. Затем мы можем нарисовать сухожилия на тыльной стороне кисти, которые соединяют пальцы с запястьями. Часть ладони по направлению к большому пальцу можно немного разгладить, чтобы лучше видеть руки. Ты можешь пока спрятать остальную часть тела. Чтобы вылепить ладонь, мы можем добавить складку посередине и добавить немного объема против большого пальца. Также добавь немного больше объема там, где пальцы соприкасаются с ладонью. Большому пальцу также можно придать большую форму, сделав округлый переход к ладони и прямой к запястьям. С другой стороны, риск может относительно плавно вписаться в ладонь с небольшим круглым профилем на боковой стороне ладони. Костяшки пальцев можно произнести, надавив на участки между ними. Давай лучше определим пальцы и втянем их в ладонь, чтобы правильно соединить. Также имеет смысл изменить разрешение шкатулки для измерения ювелирных изделий, чтобы иметь размер, чтобы получить еще больше геометрии для лепки в качестве подсказки. Вы можете выбрать несколько объектов. Войди в режим лепки на одном из них. Hold изменяет, нажимая на значение размера ячейки поля, и после принятия изменений он изменит значение для всех выбранных объектов, чтобы получить правильный профиль пальцев. Здорово знать, что пальцы не просто цилиндрические. Верхняя часть относительно плоская с небольшим надавливанием с двух сторон, а нижняя половина более круглая, за исключением кончиков пальцев. Повторите это для всех суставов. Если ты еще этого не сделал, ты также можешь добавить ремеже в быстрое избранное, чтобы сделать его более доступным в любое время. Ты также можешь сделать профиль суставов пальцев немного менее закругленным по бокам. Затем ты можешь немного надавить на область между суставами, слегка приподнимая костяшки пальцев. Если ты посмотришь на свои кончики пальцев, то заметишь, что профиль спереди не тот. Он скорее треугольный, чем квадратный. Вот почему мы можем соскрести его с боков снизу, а на верхней части пальца вырежем форму, в которой будут лежать ногти. Я также соскребу немного спереди, чтобы придать ему этот кончик с нижней стороны. В демонстрационных целях я собираюсь добавить ноготь как отдельный объект. Поставь курсор с 3D на кончик пальца и добавь цилиндр с помощью Shift.
Тогда мы уменьшим масштаб и повернем его на место с видом спереди. Выдели и удали грани сверху и снизу цилиндра, выдели все и нажми и для выдавливания. Мы собираемся добавить немного толщины ногтям. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отменить перемещение выдавливания, а затем нажмите старую клавишу S, чтобы масштабировать выдавливаемые грани вдоль их нормалей. Если нормали инвертированы, используйте сдвиг, пока все выбрано, чтобы пересчитать их, используя рентгеновское затемнение, чтобы увидеть геометрию насквозь. Мы выберем нижнюю половину трубчатого цилиндра и удалим ее. Тогда выбери открытые области и заполни их буквой F. В качестве альтернативы ты также можешь просто выбрать один из краев открытых областей и нажать F, и это автоматически заполнит его. В режиме Sculpt включите симметрию и надавите на переднюю часть ногтя с помощью захватов или кисточек-крючков, чтобы придать ногтю правильный округлый профиль. Передвинь его еще немного на место и даже уменьши масштаб вдоль одной оси, чтобы сделать его более плоским. Добавь больше объема задней половине последнего сустава пальца, чтобы только примерно половина была покрыта ногтем. Чтобы не повторять этот процесс, ведь все пальцы будут просто дублировать объекты, которые вылеплены. Выдели указательный палец и продублируй со всеми TD вместо Shift. Таким образом, данные объекта будут разделены между этими объектами, так что когда мы лепим на одном из пальцев, все пальцы лепятся одновременно. Точно так же, как и в случае с примитивами, масштабируйте дублированные пальцы и расположите их немного позже. Выбери исходные объекты и удали их. Теперь отодвинь первый сустав немного больше, чтобы лучше соединить их с ладонью. Ты можешь видеть, как изменения переносятся на другие объекты. Теперь еще один совет. Убедись, что между пальцами есть некоторое расстояние там, где они соединяются с ладонью. Если ты посмотришь на свою собственную руку и растопыришь пальцы, то увидишь, что между ними довольно большое пространство. Даже если палец выпрямлен, между ними все равно может быть немного пространства для дальнейшей лепки пальцев. Мы можем использовать кисть Grab или Snake Hook и включить функцию Defall Off в настройках кисти. Этот вариант нанесет кисть бесконечно глубоко и выделит обычный сферический радиус, который у нее есть. Теперь мы хотим, чтобы соединения суставов были немного наклонены друг к другу. Я тоже могу нарисовать несколько линий, чтобы показать, что я имею в виду. Эти углы важны для вращения пальцев. В качестве примера, просто сожми кулак своей собственной рукой и посмотри на свой указательный палец или мизинец со стороны кулака. Ты увидишь, что все суставные соединения направлены в середину, например, область большого пальца на ладони также может быть немного более выпуклой. В моем случае. Если мы посмотрим на ладонь с этого места, мы также увидим, что она становится немного тоньше от запястья к пальцам. Теперь единственное, чего не хватает для руки, это большого пальца. Мы можем немного отрегулировать нижнюю часть, чтобы придать ей угловой профиль. Но имейте в виду, что большой палец вращается иначе, чем другие пальцы. Мы можем повернуть наконечник на 45 градусов, чтобы получить более удобный угол, и подогнать под него нижнюю часть большого пальца. Также не забудь воспользоваться преимуществами симметрии.
Большой палец имеет такой же профиль, как и другие пальцы. Кончик большого пальца находится немного под углом от места, когда большой палец прямой. Мы также можем повторно использовать ноготь для большого пальца, дублируя объект. Теперь мы можем быстро прикрыть ногу, которую я собираюсь сделать немного более простой, поскольку эта часть тела редко находится на переднем плане и часто прикрыта другой одеждой, такой как обувь или носки. Начиная обычное повторное зацепление и сглаживание, как всегда. Тогда мы можем также продолжить тот же профиль Ахиллеса, добавляя и вычитая по направлению к пятке. Теперь я, наконец, могу перейти к третьей причине, по которой новое измерение оси так полезно. На данный момент нам нужно объединить эти два объекта стопы в один, и в первой главе я показал вам, как это сделать с помощью модификаторов Булена. Это все еще действенный метод, но он медленный, и есть способ получше. Теперь то, что мы можем сделать, это соединить эти два объекта стопы в один, выбрав их и нажав Ctrl-J. Потом мы просто воспользуемся ремешем, и вуаля, он расчистил для нас все перекрестки. Это экономит нам невероятное количество времени за счет потери острых углов. Мы бы получили модификатор запугивания. Но поскольку мы все равно собираемся просто лепить над ними, сейчас это не потеря. Мы можем немного сгладить переходы и еще больше закруглить пятку. Затем мы можем использовать кисточку из глиняных полосок, чтобы добавить пальцы ног. У них также есть небольшой угол к ним, как у пальцев руки, 144, так что немного прижмите их к месту 145 с помощью захвата или щетки со змеиным крючком. 146. Мы также можем немного больше произносить форму стопы и соскабливать и разглаживать место. Лично, я просто-напросто вырежу пальцы ног сверху и снизу. 148, но вы можете использовать тот же подход, что и с пальцами. Если вам нужны дополнительные детали, 149 нижнюю сторону стопы. Можно обработать так же, как 150 ладонь с большим объемом там, где соединяются пальцы 151. И черт возьми, 152 и немного меньше громкости между ними. 153 мой немного похож на тонкий или разнообразный флиппер, поэтому 154 я возьму верхнюю поверхность немного вверх, чтобы получить больше объема. 155. У пальцев ног тоже есть немного профиля, как у кончика большого пальца, 156, добавьте к ним пик с помощью кисточки 157, чтобы получить правильный угол суставов пальцев 158. И это все для «Истец лепит тело». 159 увидимся в следующем, когда мы начнем заниматься слиянием, 160 сглаживанием и стилизацией тела.